Как спасти отношения с мужем? Он хороший, не пьет, зарабатывает нормально, но мне стало скучно с ним. Виктория спрашивает про такую очень стандартную ситуацию, она действительно очень часто случается вокруг. И, Виктория, вы большая молодец, что вы задумываетесь вообще в этом месте о том, что чувствуете, что что-то не в порядке, и одним тем, что вы задаете такие вопросы, может быть, даже сами себе или здесь для видео на моем канале, вы уже как бы заявляете миру, что я претендую на что-то большее, я на это не согласна, и это здорово. Потому что очень большое число людей, количество людей живут вот так всю жизнь, и особенно наши предки, наши родители, вот люди того времени, где браки, где была другая статистика по разводам, она была красивая, хорошая, люди разводились меньше, но за счет чего? За то, что большинство из них жили вот именно так, когда визуально все окей, я окей, в принципе, социально, хорошая жена, мама, детям стираю, есть готовлю, он окей, не пьет, зарабатывает, но счастья у нас нет, ну а что еще нам надо, все так живут, давайте так жить дальше. Так вот, раньше так жили, потому что люди были очень зависимы друг от друга, потому что меньше женщин было самостоятельных, потому что так было принято очень жить, и общество очень сохраняло вот эту вот зону такой, знаете, комфорта, стабильности, и чтобы не было страшно, что все вокруг разводятся. Сейчас мир стал более свободным, и люди наконец-то начали чувствовать, что это не норма, не нужно делать это нормой. Действительно, можно, я в это верю. Можно жить с партнером много-много-много лет с одним и тем же, и при этом обоим кайфовать в этих отношениях. Да, отчасти то, что сейчас очень много говорят в интернете про женское состояние, и что именно женщина задает искру отношениям, именно женщина задает настроение отношениям. Отчасти это правда. От женщины зависит многое. Но часто женщина не может создавать вот это вот настроение в отношениях, фон такой, да, эмоциональный, потому что она чувствует, что что-то не то. Обычно причина в том, что мужчина потерял смысл жизни. Обычно, когда мы, женщины, видим, что наш мужчина энергичен, он добытчик, у него горят глаза, у него есть любимая работа, на которой он классно реализуется. То есть, знаете, такое вот же есть колесо баланса, на самом деле очень классная штука, я сама ее регулярно делаю. Мне это помогает более трезво смотреть на свою жизнь и замечать вовремя, в каких сферах жизни нужно мое внимание сейчас, где что-то проседает. Вот. И если у жены муж, условно, по колесу баланса, по этим всем сферам, более-менее в порядке, то есть он социально общается с людьми, у него есть друзья какие-то, с которыми он по-мужски общается, он на работе зажигалка, у него есть какое-то любимое дело, где он горит энергией, огнем, что-то делает, у него там получается, он домой приходит и он видит вас, жену, он видит там детей, то есть он участвует в этом, он готов ездить путешествовать, то есть такой вот активный, то обычно рядом с таким мужчиной у жены получается создавать нужное состояние и давать нужный фон отношениям. И тогда вот та ситуация, что вы описали, не случается. Поэтому первое, если бы ко мне пришел клиент с такой ситуацией, вот так начал бы разговор, да, на консультации, первое, что я начала бы расспрашивать, а как мужчина? А что с ним? А где он сейчас работает? Доволен ли он своей работой? В каком настроении он обычно находится дома? Потому что женщина все-таки идет за мужчиной. И действительно, женщина не может включиться и держать эмоциональный фон, если с ее мужчиной сейчас что-то не в порядке. Но давайте вспомним очень важный момент, что все, что я говорю вот так открыто, бесплатно, разбирая по вопросам, это лишь один из вариантов, более часто встречающийся. Конечно же, в каждых отношениях все индивидуально. У вас могут быть какие-то другие подводные камни, которые там вскрылись бы на консультации при личном общении. Поэтому, пожалуйста, не воспринимайте мои слова как 100%
подходящий под вашу историю, но попробуйте присмотреться. Возможно, вы что-то там для себя увидите с его стороны, что сейчас с ним не так.